Это не должно было всплыть наружу, но теперь, когда это произошло, Эйяр и Муай плачут, дрожат и ставят под сомнение все, во что мы верили от Тайони годами. Сначала это считали совпадением. Взгляд, задержавшийся на полсекунды дольше, чем нужно, на руку, которая снова оказалась в переполненном зале. Тишина, которая говорила громче слов. Заблуждение, говорили они, воображение фанатов. Они смеялись. И все же слух не исчезал. Потому что некоторые вещи не исчезают, когда они неправда. Они исчезают, когда люди боятся того, что они могут означать, и в ту ночь все изменилось. Никто не был готов. Все началось тихо. Удаленный пост. Реакция сотрудника, запечатленная на камеру. Взгляд, обмененный за кулисами, который не вписывался в сценарий. Эйяр и Муай почувствовали это мгновенно. Это знакомое сжатие в груди. Ощущение, что что-то важное ускользнуло от внимания. Тайон не улыбнулся, как обычно. Чингук не отвел взгляд, когда должен был. И внезапно слух, в котором все сомневались, начал идеально совпадать. В течение нескольких часов ленты новостей взорвались. Всплыли кадры, которые когда-то игнорировались как фанатские монтажи, теперь же рассматривались покадрово. То, как Чингук инстинктивно повернулся к Тайону. То, как выражение лица Тайона смягчилось только тогда, когда Чингук вошел в комнату. Заметки, которые Эйяр и Муай увидели давно, теперь невозможно забыть. Больше всего людей потрясло непризнание. Это была последовательность. Это был не один момент. Это были годы. Годы тихой защиты. Годы близости, но никогда не слишком близкой. Годы выбора молчания вместо объяснений. И вот настал этот момент, прямая трансляция. Вопрос, который не следовало задавать. Пауза, которая длилась на один удар сердца дольше, чем нужно. Тайон резко вдохнул. Челюсть Чингука сжалась. И да, слова были произнесены, но Эйяр и Муай услышали все. Именно тогда потекли слезы, потому что слухи не живут так долго, если под ними нет чего-то реального. И этот слух только что доказал, что ему не нужно было подтверждение. К утру фандом разделился не по вере, а по эмоциям. Некоторые плакали от облегчения. Некоторые плакали от страха. Некоторые плакали, потому что наконец поняли, почему некоторые моменты всегда казались слишком реальными, чтобы быть фальшивыми. И где-то за кулисами два человека, которые годами оберегали что-то хрупкое, теперь столкнулись с правдой, которую больше нельзя было скрывать. Не потому, что они решили ее раскрыть, а потому, что мир наконец-то догнал их. И это было только начало. HYB ничего не сказали. И вот уточнение, никакого опровержения, и вот тщательно сформулированное заявление, чтобы успокоить бурю. И эта тишина всех ужаснула. За закрытыми дверями планы изменились. Интервью были отложены по состоянию здоровья. Сотрудники избегали зрительного контакта, когда Тайон и Чингук проходили мимо, как будто их приветствие могло подтвердить что-то, что никогда не предназначалось для обсуждения. Эйяр и Муай заметили все. Почему они больше не сидели вместе? Почему камеры вдруг слишком быстро выключились? Почему улыбка Чингука исчезла в тот момент, когда Тайон вышел из комнаты? Это была не попытка минимизировать ущерб. Это было сдерживание. И чем больше они пытались это скрыть, тем яснее становилась правда. Это случилось, когда никто этого не ожидал. Не во время выступления на сцене. Не во время прямой трансляции, а в тихий, незапланированный момент, запечатленный камерой фаната, прежде чем кто-либо успел это остановить. Тайон слегка споткнулся за кулисами. На его лице читалась усталость. Чингук, не задумываясь, не драматично, не ради камер, просто инстинктивно протянул руку. Его рука поддержала руку Тайона, большой палец слегка коснулся, небольшой, интимный жест, предназначенный только для одного человека. После этого он посмотрел на него не как на товарища по команде. Это был взгляд, полный беспокойства.
Это было облегчение. Это было что-то опасно человеческое. Видео было удалено через несколько минут. Но было уже слишком поздно. ARMY увидели это, и ARMY поняли. В тот момент фандом сломался не потому, что это было шокирующе, а потому, что это было реально. В ту ночь Тэйон замолчал в сети. Ни постов, ни комментариев, ни музыкальных рекомендаций для утешения фанатов. Чингук опубликовал один раз фотографию ночного неба. Без подписи. И это почему-то ранило сильнее слов, потому что для ARMY это было похоже на то, как два человека вынуждены были уйти в тень, когда правда наконец-то вышла на свет. Не потому, что им было стыдно, а потому, что мир был недостаточно добр, чтобы их принять. К этому моменту никто не спрашивал, правда ли слух. Спрашивали, как долго это продолжалось. Как долго они молча защищали друг друга? Сколько мгновений было принесено в жертву ради образа? Сколько раз они выбирали дистанцию вместо честности? И, пожалуй, самое болезненное осознание из всех. Они никогда не просили, чтобы их разоблачили. Правда открылась сама собой просто потому, что больше не могла скрываться. И где-то за шумом, за заголовками, за слезами два человека оставались точно такими же, какими всегда были. Плечом к плечу, молчаливые, нерушимые. В переговорной было холодно. Не из-за кондиционера, а потому что все внутри точно знали, зачем они здесь. Менеджеры говорили осторожно. Руководители избегали имен. Слова вроде «имидж», «время» и «риск» заполняли комнату. Они кружили вокруг правды, не касаясь ее. Будьте осторожнее. Ограничьте взаимодействие. Защитите бренд. И кто-то спросил, как себя чувствует Тэйон. И кто-то спросил, что нужно Чингуку. Когда они вышли из комнаты по отдельности, ни один из них не произнес ни слова, но расстояние между ними ощущалось тяжелее, чем когда-либо. Не потому, что между ними что-то было не так, а потому, что что-то настоящее оттеснялось в темноту. Следующее выступление было безупречным. Идеальный вокал, идеальная хореография, идеальные улыбки. И все же ARMY сразу это заметили. Взгляд Чингука продолжал искать на сцене, всегда останавливаясь там, где должен был стоять Тэйон. Тэйон пел с тихой, напряженной интонацией, словно каждая нота содержала что-то, что ему было запрещено говорить. Ближе к концу их руки лишь раз соприкоснулись. Чингук не отшатнулся, но дыхание Тэйона все равно перехватило. 1 секунда показалась дольше, чем вся песня. Камеры показали общий план, но ущерб уже был нанесен, потому что это почувствовали миллионы. В тот момент ARMY поняли, что это уже не история о слухах. Это история о сдержанности. Позже тем вечером Чингук неожиданно вышел в прямой эфир. Без объявления. Без предупреждения. Его голос был спокойным, слишком спокойным. «Есть вещи», — медленно произнес он, «которые значат больше, когда их оберегают, чем когда объясняют». Комментарии замерли, он сглотнул. «Пожалуйста, доверьтесь нам, даже если мы не можем сказать все». Он резко закончил прямой эфир. И где-то в другом месте Тэйон молча наблюдал за этим, глаза сияли, губы сжаты, он точно понимал, чего стоили эти слова. ARMY плакали не из-за того, что было сказано, а из-за того, что не было сказано. После этого что-то изменилось. Фандом стал тише, не слабее, а мягче. Видеоролики перестали распространяться так агрессивно. Спекуляции сменились поддержкой. Хэштеги превратились из требований в сообщения. «Мы вас видим. Не торопитесь. Вы не обязаны причинять нам боль». Впервые казалось, что защита действует в обе стороны. И, возможно, это имело большее значение, чем любая публичность. Спустя годы люди будут спорить о датах, о моментах, о том, было ли это когда-либо подтверждено. Но ARMY запомнит кое-что другое. То, как они смотрели друг на друга, когда думали, что никто не смотрит.
То, как молчание говорило громче любого заголовка. То, как слух выживал не потому, что его подпитывали, а потому, что его чувствовали. Некоторые истины не нуждаются в доказательствах. Они просто живут. И эта истина будет жить всегда. Время шло не драматично, не громко, а медленно, как происходит настоящее исцеление. Расписание снова изменилось. Улыбки вернулись, на этот раз более мягкие. Напряжение не исчезло, но научилось дышать. В интервью Тэйон стал смеяться свободнее. В глазах Чингука снова засиял знакомый блеск, хотя теперь он появлялся лишь в определенные моменты, которые Эйяр и Муай узнавали мгновенно. Обмен взглядами через переполненный зал, тихий кивок перед выходом на сцену. Присутствие ощущалось даже на вынужденном расстоянии. Ничего не объявлялось. Ничего не отрицалось. И почему-то это казалось правильным, потому что правда уже восторжествовала там, где это было важнее всего. Последняя сцена – обещание без слов. Однажды ночью, спустя долгое время после того, как камеры выключились, огни города расплывались за окном. Тэйон прислонился к стеклу. Тяжелая усталость, но умиротворенный. Чингук стоял рядом, руки в карманах, прислушиваясь к тишине, которую им редко удавалось разделить. «Ты сожалеешь об этом?» – тихо спросил Тэйон. Чингук не ответил сразу. «Нет», — наконец сказал он. «Я сожалею, что мир заставил нас думать, что мы должны». Тэйон слегка улыбнулся, искренне. Они не прикасались друг к другу. Им это не было нужно, потому что некоторые связи не зависят от доказательств. Они зависят от того, чтобы оставаться. Последние слова для Эйяр и Муай. Почему слух, в котором все сомневались, не оказался правдой так, как того требуют заголовки? Он оказался правдой так, как это важно. Они и терпение. Они и защита. Они и тихий выбор друг друга снова и снова. И Эйяр и Муай ничего не потеряли. В ту ночь они научились любить без собственничества. Как поддерживать, не навязывая ответы. Как распознавать правду, даже когда она говорит молча. Некоторые истории не должны заканчиваться откровением. Они заканчиваются пониманием. И эта история будет жить не как сплетни, а как нечто нежное, человечное и нерушимое. Это был обычный день. Никакого возвращения. Никаких объявлений. Никаких заголовков, кричащих о внимании. И именно поэтому это имело значение. В аэропорту камеры, как обычно, вспыхивали быстро, агрессивно, неустанно. Тэйон шел первым, спокойный и собранный. Чингук следовал за ним на несколько шагов, выражение его лица было нечитаемым, ничего необычного, пока Тэйон не остановился на секунду, достаточно долго, чтобы Чингук догнал его. Их взгляды встретились. Не драматично, не эмоционально, просто уверенно. Чингук, не задумываясь, поправил воротник пальто Тэйона, привычка, слишком знакомая, чтобы ее подделать. Тэйон никак не отреагировал, не вздрогнул, не выглядел удивленным, потому что это было не для камер. Это была мышечная память. Эйяр и Муай это заметили. Они всегда это замечают. В этот раз интернет не взорвался, все успокоилось. Видеоролики циркулировали спокойно. Комментарии больше не кричали. Они были мягкими. «Пожалуйста, будьте счастливы. Мы вас видим, но не будем преследовать. Спасибо, что остались с нами впервые». Слухи не ощущались как давление. Это было похоже на понимание, и где-то между расписанием и тишиной что-то хрупкое наконец-то почувствовало себя в безопасности. Спустя годы новые фанаты спрашивали: «Это правда?» Старые Эйяр и Муай улыбались и каждый раз отвечали по-разному. Некоторые говорили, что подтверждения не было. Некоторые говорили, что это никогда не опровергалось. Некоторые вообще ничего не говорили, потому что тем, кто был там, доказательства не нужны. Они помнили паузы, сдержанность.
То, как два человека выбрали друг друга в мире, который требовал дистанции. Правда не всегда громкая. Иногда она выживает благодаря осторожности. Финальный финал все еще был на сцене. Свет погас. Голоса эхом разносились. Тэйон спел свою последнюю строчку и отступил назад. Чингук закончил песню один. Голос был ровным, пока последняя нота слегка не дрогнула. Он взглянул в сторону. Тэйон уже смотрел на него. Между ними промелькнула улыбка. Маленькая, личная, незабываемая, и Эйяр и Муай поняли одну последнюю вещь. Во что бы ни верил мир, что бы ни решила написать история, некоторые связи не заканчиваются. Они просто учатся существовать тихо. И этого было достаточно. Было уже за полночь, когда Чингук нарушил свой распорядок дня. Ни тизера, ни обратного отсчета. Просто тихое уведомление о прямом эфире, которое застало Эйяр Эмуай врасплох. Он сидел непринужденно, натянув толстовку, рядом лежала гитара. Какое-то время он молчал. Он просто дышал, а затем тихо сказал: некоторые истории не принадлежат интернету. Они принадлежат людям, которые их переживают. Комментарии затихли. Сердце перестали бешено биться. «Раньше я думал, что защищать что-то значит скрывать это», — продолжил Чингук. «Но я понял, что иногда защищать означает доверять тому, что нужные люди уже все понимают». Он взглянул в сторону от экрана. Эйяр и Муай заметили это лишь однажды. Они всегда замечают. В другом конце комнаты Тэйон тихо слушал, не как секрет, не как скандал, просто как самого себя. Годы самоограничения научили их одному. Мир может принять многое, моменты, утешение, объяснение, но он никогда не сможет отнять выбор. Они выбрали терпение. Они выбрали тишину, когда шум требовал ответов. Они выбрали друг друга так, чтобы это никогда не требовало шума. И этот выбор остался верен. Фандом изменился после той ночи. Не из-за подтверждения, не из-за отрицания, а из-за взросления. Эйяр и Муай перестали требовать правды и начали уважать границы. Поддержка стала тише, стабильнее, сильнее, и каким-то образом эта любовь ощущалась тяжелее любого популярного хэштега. Она казалась настоящей. Самая последняя сцена, всегда спустя годы, на бис финального концерта. Толпа вместе скандировала их имена. Тэйон поклонился первым. Чингук последовал за ним, когда они повернулись, чтобы покинуть сцену. Чингук инстинктивно потянулся назад. Тэйон взял его за руку. Ненадолго, не на показ, а просто достаточно долго. Свет погас. Раздались аплодисменты. И когда занавес опустился, одна истина осталась нежной, непризнанной и нетронутой слухами. Связи не доказываются словами. Они доказываются тем, что остаешься, тем, что всегда рядом.